Здравствуйте! С вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я, Руслан Зоркий. Этот обзор мы посвятим достаточно оригинальному линзовому телескопу Celestron SkyScout Scope 90. Он разработан для использования системой электронной астронавигации персональным планетарием, но вполне подойдет и для обычных наблюдений. Что же, познакомимся поближе. Монтировка телескопа азимутальная, уже знакомая нам из серии Астромастер. И это скорее большой фотоштатив, чем монтировка. Управление по обеим осям осуществляется с помощью одной длинной рукоятки, механизмы тонких движений отсутствуют. Но в отличие от фотоштатива, для крепления трубы применено универсальное гнездо «Ласточкин хвост». Оно пластиковое, но зажимные винты стальные, с торцевыми фторопластовыми прокладками для предотвращения царапин на крепежной пластине трубы. Тренога монтировки достаточно мощная и устойчивая. Она двухсекционная, раздвижная, выполнена из стальных трубок диаметром 33 и 22 мм. К сожалению, корпуса механизмов фиксации пластиковые, не перетягивайте их. Труба SkyScout Scope, в отличие от монтировки, мало похожа на рефракторы Астромастер. Фактически похожей осталась лишь крупная пластиковая бленда и крышка с узнаваемым логотипом Celestron. А в остальном отличий много, причем в лучшую сторону. Труба более короткая, длиной всего 68 см, и выполнена из алюминия, а не из стального листа. Это необходимо для правильной работы электроники планетария, а также увеличит жесткость трубы и устойчивость на монтировке. Объектив SkyScout Scope более короткофокусный. Это увеличит поле зрения и улучшит наблюдение Deep Sky объектов. Линзовый блок диаметром 90 мм установлен в черной пластиковой оправе и имеет FC просветление сине-фиолетовых оттенков. Фокусер реечный, с посадкой на 1/4 дюйма. Он тоже пластиковый, но крупнее и мощнее, чем у Астромастер. Его форма похожа на 2-дюймовые фокусеры с винтами регулировки усилия и фиксации, а также со стандартным гнездом для искателя. И сам искатель значительно лучше. Он оптический 6х30 с ахроматическим объективом, крестом нити в окуляре и отличной картинкой. Причем картинка прямая, то есть правильной ориентации. Это упростит поиск объектов. Корпус искателя и стойка крепления алюминиевые. Наконец, труба установлена в разъемных кольцах с пластиной «Ласточкин хвост». Это позволит без труда провести точную балансировку, что облегчит управление телескопом. Сверху на этих же кольцах прикручен весьма оригинальный кронштейн. Это место для установки электронного персонального планетария SkyScout, который приобретается отдельно. Кронштейн можно использовать и для крепления смартфона с аналогичной программой или же легко демонтировать. В лучшую сторону отличаются и окуляры. Это весьма впечатляющий плесл 40 мм. У него огромные линзы с полным многослойным просветлением и максимальное линейное поле зрения. С увеличением 16,5 крат он отлично подойдет для обзорных наблюдений. Второй окуляр поменьше. Это вполне неплохой Кёльнер 10 мм с сине-фиолетовым просветлением. Он дает кратность 66 раз и рассчитан на среднее увеличение. Такой диапазон увеличений характерен для подзорных труб. И совместно с 90-градусной призмой прямого изображения телескоп прекрасно подойдет для наземных наблюдений. Но и на небе он покажет немало. Земные объекты мы наблюдали через комплектную призму прямого изображения. Окуляр 40 мм на увеличении 16,5 крат дает отличный обзор. Картинка яркая и контрастная, хроматизм почти незаметен. С окуляром 10 мм и увеличением 66 крат линейное поле значительно меньше, хроматизм заметен, но картинку особо не портит, и мелкие детали просматриваются довольно уверенно.
В комплектную призму и окуляр 40 мм у туманности Андромеды прекрасно видна центральная часть галактики и ее эллиптический спутник М32. Боковым зрением нам удалось различить и спиральную структуру, и второй спутник М110. На том же увеличении рассеянные скопления Хи и H Персея помещались в поле зрения полностью и смотрелись очень здорово, как два звездных сгустка на более пустынном фоне. А вот Луна с окуляром 10 мм нам не очень понравилась. Комплектная призма сильно рассеивала яркий свет и бликовала. Это снижало контраст, создавалось впечатление наблюдений в сумерках. Заменив призму на диагональное зеркало, мы увидели более достойную картинку и хорошо рассмотрели многие детали нашего спутника. По Юпитеру установили зеркальную диагональ, линзу Барлоу и окуляр 10 мм, итого 132 крата. На таком увеличении сложно удержать объект в поле зрения. Однако диск планеты, экваториальные полосы и 4 спутника были хорошо различимы. Подведем итог. Целестрон Sky Scout нам понравился. Он порадовал отличной конструкцией трубы, весьма достойной оптикой и продуманным подбором окуляров. Он во многом лучше рефракторов серии Astra Master. Из недостатков стоит отметить бликование призмы на ярких объектах и сложности в ведении на больших увеличениях. Итак, сегодняшний вывод лаборатории Астроскоп. Мы можем рекомендовать этот телескоп в качестве первого или мобильного инструмента для наблюдения земных и Deep Sky объектов на малых и средних увеличениях. Подойдет он и для начальных наблюдений крупных планет. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.